И всем привет, дорогие друзья, и у меня к вам есть несколько новостей. Во-первых, я улучшил заметно качество моих видео. Вы можете заметить, что оно стало гораздо лучше. Даже на моем, скажем, довольно слабеньком ПК. Ну, хотя как нормальный такой, средний. И второе, то, что я решил, что теперь ролики по Майнкрафту будут выходить гораздо чаще, чем раз в неделю. Ну, во-первых, я сейчас учусь в средней школе, и как бы времени у меня предостаточно, чтобы сидеть за компом, чтобы делать видосики. И поэтому как раз-таки это мне доносит удовольствие, ну и вам тоже, от просмотра моих роликов. И сегодня у нас ролик будет необычный, потому что смотрите, где мы находимся. Мы находимся в Minecraft Bedrock, дорогие друзья. И сейчас у вас на экранах высветится мой телеграм-канал. Вы, пожалуйста, на него подпишитесь, потому что там будут выходить как раз-таки всякие разные моды. И вы сможете найти там этот аддон для Minecraft Bedrock, радужных друзей, чтобы самим в него поиграть. Ну что же, давайте начнем. Давайте создадим новый мир. Вот, кнопочка у нас есть специальная. И вот просто тут жмем «Создать мир». У нас уже тут получается специально заготовленный вот радужные друзья. Давайте прямо сейчас подключим, активируем этот набор. И все. Получается, давайте посмотрим. Набор ресурсов. Вот. Активный. Rainbow Friends V4 RP. Да, если вы не знали, то эта игра называется Rainbow Friends на английском. Ну или же Радужные друзья, как вы привыкли называть. Возможно, вы сейчас в комментариях побежите писать, что типа ты бы еще через 2 года делал видео. Но, ребят, понимаете, я хочу в последнее время делать чаще там всякие обзоры модов, аддонов, всякие гайды, такие простенькие видео, чтобы мы с вами могли общаться, разговаривать, ну и в принципе прикольно было записывать. Ну и насчет того, что сама игра довольно старая, ну, ребят, ну а вы сами скажите... Есть ли какие-то прямо новые темы, которые стоит пилить каждый день? Ну, допустим, там вот эти вот новые моды, вот эти вот новые тренды, ну, по ним я, конечно же, запишу. Так что вы подписывайтесь на мой канал, здесь это все будет выходить. Ну, а я не буду томить, мы тут вот уже все выбрали. Теперь давайте выберем креатив. Креатив вы спросите, для чего? Чтобы мы летали, чтобы мы их брали из инвентаря. И получается, давайте перейдем в дополнительный, поставим плоский мир. Классический плоский. Тут еще можно вот выбрать всякие различные виды. Но я выберу классический плоский. И давайте уже запустим нашу игру. Просто жмем создать мир. Тут нам пишут, что невозможно создавать, получать достижения, но я думаю, что это, в принципе, не имеет никакой разницы. Мы просто берем, вот так вот загружаемся в нашем мире. Все, это просто супер. Но только давайте сейчас, ребятки, зайдем и поставим мирную сложность, потому что я что-то забыл ее переключить. Вот. И введем несколько профилактических команд. Хотя как нескольких. Давайте все-таки напишем одну, чтобы вот... не включены читы, Давайте тогда выдадим нам оператора. Получается... Так, ну да, вот, все, у нас оператор. И все, мы, по сути, можем вводить команды. Ребят, короче, я ошибся и случайно переключил не ту функцию. Вот, все. Теперь мы можем просто здесь написать 1000, чтобы у нас поставилось нормальное время и начинать нашу игру. Итак, давайте спустимся в самый низ, посмотрим, что у нас тут внизу. Если вот такой вот предметы, я вам сейчас покажу. Вот это вот у нас перо. Перо из радужных друзей. Тоже его можно вот так вот использовать. Ну, хотя, в принципе, вот это вот, смотрите, красивый, радужный, светящийся предмет. Но только использовать их никак нельзя. Но это только начало. Вот такой еще фудпак. Это еда, как я знаю. Дальше. Это у нас блоки. Ну, вот если вы играли в Радужные друзья, то вы знаете, что там нужно собирать пирамиды из различных блоков.
И вот как раз-таки это и есть тот самый блок из этой пирамиды. И батареечка. Давайте тогда это уберем, и сейчас посмотрим, что у нас есть еще. В общем, у нас тут есть очень много всяких штук, но мы раскроем все возможности, если тут напишем S. Да, буковку S. Смотрите, вы, возможно, немного не понимаете, что это такое, но я вам сейчас расскажу. Давайте, так, я, получается, возьму. Тут у нас есть красный, это фиолетовый, это синий, это... Так, нет, это не синий, это какой-то темно-синий. Это синий, это лаймовый, то есть светло-зеленый, желтый, бирюзовый, зеленый, темно-зеленый. Дальше это у нас тоже фиолетовый, видимо, они случайно повторили 2 раза, розовый и оранжевый. Кстати, розовый вроде бы стоит на превью, могу ошибаться. И смотрите, вот так вот смешно выглядит у нас Блю. Это король, у нас там самый главный. Можно просто вот так вот просто сломать. Оно ставится как моб, потому что оно подвижимое. Смотрите, мы также можем тут строить пирамидки всякие из блоков. Вот, как вы можете наблюдать, я сейчас поставил 3 блока. И еще мы можем ставить еду. Кстати, насчет этого я вам покажу еще. Там есть одна интересная штука. Ну, давайте отлетим, чтобы я вам показал все, как бы вот это вот с самого начала. Итак, давайте заспавним, например, Red. Я точно знаю, что это работает на Red. Я вот не очень сильно знаю, работает ли это на других. Но если мы заспавним, допустим, фудпак, то есть еду, и Red, то Red сразу же эту еду добудет. Давайте посмотрим, как будет с блоком. Да, вот, смотрите, на блок он тоже бежит, и он его добывает. Это, кстати, неплохой дюб такой. Если вы не знаете, дюб это когда ты как бы умножаешь предметы, их становится больше. И, кстати, ребят, мне очень нравится этот аддон. Он реально очень прикольненько сделан. И, кстати, ребят, если вы еще не поставили лайк и не подписались на канал, то сделайте это прямо сейчас. Если вы хотите больше таких прикольненьких, уютненьких видео по Майнкрафту. И у вас есть 3 секунды, чтобы это сделать. Ну, еще отправьте другу и напишите хороший комментарий. Я буду этого ждать. Конечно же, я вас не обязываю это делать. Вы можете этого и не делать. Но я советую все же это сделать. Очень много слов насчет этого. Так, наша запись длится уже 7 минут, а мы показали только Реда и блоки. Вот на самом деле это... Вот кроме спавнов, я видел, что тут вроде бы других нет. Но давайте на всякий случай посмотрим, потому что вдруг мы сейчас пропустим. Да, тут нет никакой отдельной кнопки, чтобы можно было перейти и посмотреть все предметы этого мода. Так, ну вроде бы это все. Вроде бы это все. И давайте теперь перейдем к нашим персонажам. Наверное, самое интересное. Остальных всех вот так вот уберем. И возьмем следующее. Это у нас Purple. Давайте сразу возьмем, допустим, до конца нашего инвентаря. Вот так вот. Все, поставили. Блю, это у нас, наверное, будет самый главный, потому что он с короной. Ну, вы знаете, это, можно сказать, маскот игры. И теперь ставим Purple. Purple это... Он появился в первой части, и он высовывается из-под канализации. Давайте посмотрим, что будет, если я заспавню фудпак. Ну да, он просто не полезет, потому что для него это далеко. А если сюда... Ой, ё-моё, я даже испугался немножечко. Вы просто посмотрите, я ставлю, хо-хо-хо, и он просто берет из-под канализации... под канализацией и высовывает этот фудпак и просто его съедает. Итак, давайте теперь попробуем поставить блок. Да, он тоже его съедает. Обалдеть, очень прикольно. Кстати, я не замечал, но тут есть блоки разных цветов. То есть, вот, смотрите, тут есть B, тут есть C, тут есть V, то есть D, ой, то есть B.
И, кстати, тут есть еще Эй. Ну, по-моему, это я его здесь заспавнил. Итак, мы посмотрели, что у нас такое Purple. Давайте перейдем дальше. Это у нас Индиго. Это темно-синий. Я не очень шарю в переводах. Ёшкин-барабашкин, вы посмотрите, просто он сжирает все эти блоки. Да, мы можем попробовать пирамидку и посмотреть, как он будет на это реагировать. Он просто побежал, слопал всю еду и съел все блоки. Обалдеть просто. Вот так вот он красивенько выглядит. Он вот так вот нагибается. Не, ну вот просто посмотрите, как он офигенно бегает. Скорость обалденная. Ну и посмотрите в его глаза. Это просто жесть. Кстати, спойлер. В ролике мы еще с радужными друзьями будем драться. Так что обязательно смотрите этот интересненький ролик до конца. Итак, давайте уберем Индиго, потому что мы его уже проверили. И ставим Блю. Я уже слышу его звуки. Вы, скорее всего, не слышите. Но там звуки прямо как из игры. Давайте теперь поставим дорогу из фудпаков. Мы же, кстати, еще дорогу для них можем специальную делать. То есть вот, допустим, если вам надо куда-то их провести, то просто ставите вот так вот фудпаки, и они за ними пойдут. Вы просто посмотрите. Это выглядит даже эпично. Мне кажется, что это выглядит эпично. Вот как вы думаете? Они просто побежали, и они съедают все, абсолютно каждый из этих блоков. Это просто обалдеть. Так, давайте теперь уберем Блю. Так, давайте поставим у нас оставшихся мобов. Мы их просто пока что проверяем, но скоро мы уже будем устраивать битву с ними. У нас осталось еще не проверенных 6 персонажей из радужных друзей. Давайте отлетим, чтобы они нам не мешали, чтобы мы могли спокойно все проверить. Так, думаю, мы уже достаточно где-то отлетели. Давайте еще, чтобы мобов не было. Вот где-то вот здесь вот. Просто супер. И давайте поставим здесь Лайма. Да, кстати, Лайм, я точно знаю, что Лайм стоит на превьюшечке. Вот вы можете даже поставить лайк, перейти в понравившееся и посмотреть, как там будет выглядеть Лайм. Я его просто сфотографировал и поставил, ну, знаете, меня немножечко напрягает, что он постоянно за нами следит. Вот как будто он в нас чувствует что-то странное, что-то подозрительное. Он вроде бы идет в какой-то определенной траектории, а вроде бы и смотрит на нас. А хотя иногда он даже вообще отворачивается. Вот опять на нас смотрит, поворачивается к нам. Так, ну хорошо, давайте запомним следующего. Это у нас Yellow. Если честно, я не всех персонажей знаю, потому что я давненько не играл в радужных друзей. Но это у нас утка. Давайте поставим фудпак и посмотрим, они будут идти или нет. Да, и, кстати, давайте сделаем небольшую гонку и посмотрим, кто первый добежит. Вот просто кто первый добежит до фудпака. И это был... да, честно говоря, определить сложно. Но, по-моему, это был зеленый. По-моему, он кивнул, схватил еду первым. Кстати, ребят, одним ударом обычным сплошной руки убить мобов очень сложно. Так, мы проверили Лайма и Yellow. Давайте теперь перейдем дальше. Это у нас бирюзовый. Так, у нас тут уже начинает темнеть, поэтому давайте включим у нас... Ой-ой-ой, я восход выбрал случайно. Вот, давайте день, чтобы было хорошо нам, собственно. Так, у меня мышка тут чуть-чуть улетела. Так, ставим Тила, это у нас бирюзовый. Вау, нет, ну вы просто посмотрите, как шикарно это выглядит. Это просто детализация, ну, на 100-м уровне. Да, это просто прекрасно. Если вы хотите, можете это даже себе на обои поставить, я, в принципе, не против. Ну, не, это офигенно. Я уверен, что каждый из вас просто хочет в своем Майнкрафте испытать этот мод. Это просто... обалденно. Если вы хотите поиграть на компьютере, возможно, я тоже выпущу ролик, как поиграть на компьютере. Не, ну это просто супер. Это просто обалденно. Итак, давайте заспавним Грина. Я, наверное, уже на еду не буду проверять. Но хотя знаете, что я бы еще хотела проверить? Ну... Да, тут уже нечего проверять. Давайте попробуем просто поставить эту вывеску. Ну не, ну на нее он, конечно, не обращает внимания, что он своих сородичей, что ли, есть будет. Он только еду и блоки собирает. По-моему, мне кажется, что еду он ест, как бы, а блоки собирает. Ну да, для них это важно, чтобы отнести в главное место.
Зеленый у нас почему-то не ставится. Очень странно, почему, но я вот проверял даже, он у меня не ставился. Тогда ладно, переходим дальше. Это у нас розовый. Да, розовый, он стоит на обложке видео. Просто посмотрите. Это немного похоже на краба, согласитесь? По-моему, это и есть переработанная текстура краба. И оранж. Оранж у нас выглядит вот так вот. Вот так вот он бежит. За едой он, мне кажется, бежит лучше всех. Просто вы посмотрите. У него как будто пасть подготовленная. Но вот другая проблема у него в том, что он... я хотел сказать, что медленный, но, в принципе, он нормально так бегает. Со скоростью всех персонажей. Так как все персонажи бегают, так бегает и он. А теперь давайте устроим небольшой челлендж. И попробуем выжить против всех радужных у нас персонажей. Итак, давайте их всех тут поставим. Их у нас 9. Red, Purple, Blue, Lime, Yellow, Teal, Purple, Pink и Orange. Вау. Это просто офигенно. Давайте их побольше даже поставим, чтобы было прям эпично. Тотально эпично. Просто тотально, тотальнейшее. Так, давайте возьмем, получается, назаритовый меч. И переключимся в выживание. Ой-ой-ой-ой! Ой-о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 й. Так. Они, похоже, на нас сейчас будут уже агрессировать. Или нет? Или они добрые? Или они добрые? Подождите. Они меня вообще собираются есть или нет? Они меня вообще собираются есть сегодня или нет? А если я атакую? Атакую? Ну да, если я их атакую, то они тоже не реагируют. Короче, ребята, ошибка была в том, что я поставил мирную сложность. А вот здесь... Ё-моё, они меня просто с первого же раза снесли. У меня стояла мирная сложность, и я уже думал, что, типа, они все слились, они меня там, типа, полюбили уже. Но нет, нужно тотально к этому готовиться. И поэтому давайте специально возьмем назаритовую броньку, одежду, и специально давайте возьмем еще назаритовый меч. Да, жесть, я не ожидал, что они просто так активно побегут. Я думал, что они нас вообще за друзей приняли. Ну ладно, давайте уже возьмем их поскорее, чтобы не затягивать время. Давайте какого-нибудь заменим, например, Индиго на оранжевого, потому что он неплохо выглядит. И, кстати, слаймы, я ставил мирную из-за того, что тут слаймы появляются. Но кажется, что наша следующая проблема... Это как раз-таки будут радужные друзья, а не слаймы. Так, давайте переключимся на выживание. И, ну что же, начинаем. Берем наш назаритовый меч и ставим. Purple. Ну, Purple, он нас атакует только если мы подойдем. Не, ну, Purple, ну ты слишком жестко это делаешь. Давай как-то помедленнее, что ли. Так, от них всех надо отходить. Беги, 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 он тебя снесет. Я думаю, что у меня нет шансов против них, да. Они просто сносят с самого первого удара. Давайте попробуем от них побегать. Просто побегать. Давайте, давайте убегаем. Они просто наносят, ну, вы понимаете, какой жесткий дамаг. И они сносят игрока со своим ударом. Просто я думаю, что если я сейчас сделаю удар, то он меня своими руками, скорее всего, защекочет. Ну да, он меня просто убил. Давайте последнюю попытку заспавним. Получается, кого? Давайте Пинка. Его можно ударить? Нет, тоже не получается. Ладно, оказывается, что они у нас вот такие вот хитрые, и подраться против них не получилось. Только если молотом атаковать, давайте, кстати, реально попробуем молотом. Вот получится у нас ли молотом или нет? Так, возродиться. Так, все, я в креативе нахожусь прямо сейчас. И давайте возьмем молот. Только он у нас называется как палец. Это немного по-другому. Но смысл остается абсолютно тем же. Переходим на выживание. О, уже получается, смотрите. Мы можем его зафигарить.
Да, только если очень сильно отходить. Ладно, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Я буду убегать от этих радужных друзей. Ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, отправляйте видео другу. И смотрите следующее видео по подсказке в плейлисте справа от меня. Ну а вам пока, потому что он меня прямо сейчас догонит.